Здравствуйте, это «Территория гласности». Я Данил Гальперович, репортер «Радио Свобода». А на «Территории гласности» у нас в гостях Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я думаю, что вы сами какое-то впечатление имеете о том процессе, который сейчас идет над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, потому что на самом деле есть два активных процесса, что называется, да, в России. Вот сейчас они такие на слуху. Это, собственно, процесс Ходорковского и Лебедева, второе дело, и ваш процесс уже гражданский процесс. Я имею в виду даже не гражданский в смысле судебного процесса, а в смысле гражданских действий. И было логично, что Михаил Ходорковский написал вам письмо. Вот как вы оцениваете это письмо? И как вы оцениваете тот процесс, который идет? Вы знаете, вот когда я получил письмо, то прежде всего, конечно, было такое ощущение нереальности происходящего, потому что, я довольно много читала всяких людей, которые побывали вот в местах тюремного заключения, и Шаламова, и Солженицына, и немножко себе так вот, могу представить состояние человека, который оказался в заключении. И, конечно, то, что человек нашел в себе мужество, и вообще, что у него мысли, понимаете, там не о собственной судьбе, а что он еще из тюрьмы думает о чем-то кроме, меня, конечно, это восхитило. То есть это здорово. Конечно, это было приятно, что кто-то задумался о нашей судьбе, и не просто задумался, да, но а человек все-таки там для нас знаковый. Ходорковский сейчас в России – это символ такого человека, который пошел против системы и получил за это очень жестко. Вот это такой вот символ, я бы сказала, мученика системы. И в этом его знаковость, по крайней мере для меня. Общее впечатление у меня такое, что вот та жестокость, которую мы сейчас наблюдаем, потому что все-таки так много, почти десятилетия держать человека в тюрьме, да, наверное, это не очень хорошо. На мой взгляд, это большая ошибка. И, на мой взгляд, это показывает определенную слабость, потому что человек сильный, он никогда не будет немилосердным. Также и с властью государственной. Государственная власть сильная, она всегда милосердна. Она не боится. А если она проявляет какую-то жестокость и грубость по отношению к своим врагам, например, оппонентам, это показывает ее слабость. Вот как вам кажется, что тут такое? Почему действительно власть, которая, может быть, была бы гораздо разумнее, какой-то кивок сделать в сторону хотя бы людей, которые оспаривают ее действия, и себе в зачет записать: мы с вами начали переговоры, как раз не идет на переговоры, проявляет ультражесткую позицию. В чем тут дело? Вы знаете, я думаю, прежде всего в двух факторах. Первое, потому что эта власть не пуганая. Мы не в Европе находимся, и не было здесь 40 лет такой нормальной протестной борьбы социальных групп. И поэтому очень много сходило с рук. Очень много вещей. Вот, например, по экологии взять, например, по подмосковному лесу, строительство дороги через Шереметьевский лес. Первый незаконный перевод из лесфонда в землетранспорта. Прошел, и суды были проиграны гражданскими активистами, которые боролись. И как-то не нашло это поддержки у широких слоев населения. Вот, например, отмена 86-й статьи Земельного кодекса, которая запрещала перевод, которая запрещала вообще любую деятельность в лесопарках. Отменили, и все это тихо прошло. И никто из людей, которые лоббировали этот законопроект в Государственной Думе, не получил никакого нагоняя, да, и не было никаких массовых протестов, хотя это наши легкие, это напрямую влияет на наше благополучие, на наше здоровье. Хорошо, премьер, есть же президент, уже есть, уже 2 года есть. Да. Вот у вас какое впечатление? Например, впечатление от его действий по вашей же проблематике. Вы знаете, мне, честно говоря, его решение показалось смелым. Я думаю, он молодец. Потому что я понимаю, что ему принять такое решение, когда было
премьером принято решение о переводе земель Химкинского леса в земли транспорта, было сложно. И здесь президент выглядит лучше, потому что он делает ряд заявлений после этого, он не шатается в сторону, значит, нет, давайте лес все-таки вырубим, как это делают, например, единороссы, и он держится более крепко. Но я не знаю, насколько его еще хватит, хотелось бы, чтобы он держался. Вот очень важная штука, то, что вы сказали о том, что вы считаете шаг президента в отношении Химкинского леса смелым. Как вы считаете, может ли у Медведева хватить смелости сделать выводы, которые, очень многим независимым наблюдателям напрашиваются после того, как они знакомятся с тем, как идет процесс Ходорковского и Лебедева? То есть, мы знаем, да, что очень много в деле Ходорковского и Лебедя зависит от политического решения. Я думаю, что это связано с тем, что просто смотрят, какое количество народу поддерживает данное решение и какое количество народу эта тема задевает. Что такое там речник? Да, это проблема частной собственности. Для многих очень такая близкая к сердцу. Что такое Химкинский лес? Это после пережитой экологической катастрофы. Это равно воздух, равно здоровье, равно будущее детей. Вот. И тут большое количество народу готово выйти и реально стоять 3 часа там на митинге. Они готовы на много, они готовы на столкновение с ОМОНом для того, чтобы свой кровный лесочек отстоять. Если же говорить о Ходорковском, то, конечно, наиболее там сознательные члены нашего гражданского общества, они понимают, что происходит. Но там больших толп на улицу из-за того, что Ходорковский сядет еще на 10 лет, не выйдет. Потому что воздуха и кислорода Ходорковский не дает. Это чисто такое политическое, это, грубо говоря, процесс для самых высоколобых. А таких у нас не очень много. Поэтому вот в случае с Ходорковским я не думаю, что президент, он просто, я думаю, так сказать, цинично посмотрит, сколько за этим народу стоит, сколько тысяч выйдет на площадь, чтобы поддержать этого Ходорковского, и, исходя из этого, примет решение. Я вижу, что вот такая тема, как, например, Химкинский лес, она реально объединяет людей, потому что дышат все. И те, кто оппозиция, и те, кто не оппозиция, и те, кто православные, и баптисты, и сектанты, все подряд. То есть я вижу абсолютно разных людей, и поэтому такое количество народу. Эта тема надполитическая. С Ходорковским тема очень политическая. И это совсем другой процент. То есть я думаю, тут все просто. Знаете, сколько тысяч вышло? Тут еще есть одна штука, да. Президент все время говорит, что он юрист, он глава попечительского совета Ассоциации юристов России, он хочет избавить Россию от правового нигилизма. А она, это его цитата. Может быть, да. Как и свобода, то, что свобода лучше, чем не свобода. Независимые наблюдатели довольно много говорят о том, что на процессе происходит некое то, о чем может судить даже не специалист. Например, когда я в свое время спрашивал нынешнего министра юстиции Германии, а тогда европейского парламентария, просто отслеживавшего дело ЮКОСа, Сабина Лойдхойзер-Шнернберга, говорю, что для вас странное во втором процессе? Она говорит, странно то, что мне кажется, что за одно судят дважды. И это такая простая вещь, которая уже в любом юридическом контексте, нонсенс. Да? Вот может у циничного, как вы сказали, цинично глядящего на ситуацию Медведева сработать здравый смысл юриста, который будет понимать, что в случае осуждения людей за то, что они сначала украли нефть от налогов, а потом ту же самую нефть полностью украли, просто, есть то, что ставит точку скажем, на заявлении, что в России есть юстиция, что в России есть правосудие. Слушайте, у нас столько заявлений было сказано, что мы с коррупцией боремся и всяких других, что мне кажется, что вообще у нас Россия, это вообще, по-моему, общеизвестно, что суды у нас работают не по законам, а по понятиям. Но никого же не удивило, что, например, у нас был суд по Химкинскому лесу, да, Верховный суд. И совершенно четко есть федеральный закон, который гласит, если есть альтернативные варианты прокладки трассы, то трассу нельзя пускать посередине леса. Это федеральный закон. Мы приносим в Верховный суд
официальный документ, подписанный мэром нашего города, где 3 варианта. 2, которые идут в обход леса. Это смотрит ответчик из правительства Российской Федерации, от Минсельхоза на минуточку. Читает и говорит, вот эти варианты, это не варианты. Вариант то, что мы выбрали. То есть, понимаете, мой вариант может быть только один. И судья это проглатывает. На суде вскрывается фальсификация, и судья это проглатывает. И за этим следит пресса. И это показывает, это транслирует. И судья выносит определение, которое гласит, по сути, что если лес федеральный, то правительство Российской Федерации как хочет им, так и распоряжается. Абсолютный феодализм. И все совершенно спокойны по этому вопросу. У нас никогда ничего через суды не решалось. Вы хотите зайти на процесс? На какой? К Ходорковскому? Вы знаете, я бы с удовольствием зашла на процесс, если бы была такая возможность, конечно. Почему нет? Хорошо, спасибо большое. Да, вам спасибо. Это была Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса на территории гласности. Вел ее Данила Гальперович. До свидания.